Привет всем! Вы на канале Лаура и Тимо. Сегодня у нас необычный день, потому что я решил приготовить для нас и для вас одно из своих 3 или 4 фирменных блюд, которое называется лохикеитто. Лохикеитто – это финский лососевый суп со сливками. Этот суп очень любят финны. И также все туристы, которые приезжают, просто с ума по нему сходят. Если, конечно, им удается получить нормально приготовленное блюдо. Я не профессионал, поэтому прошу не судить меня строго и не говорить, что ой, он не тот нож использует, ой, он не так режет, он там не так варит. Ну, на самом деле я это делаю чисто для души. Вот, может быть, кому-то это будет интересно потом взять и попробовать то же самое. Вот у нас как раз тут сегодня нашелся килограмм лосося, вот свеженького, приятненького. Вот из него мы и будем сегодня готовить суп. Ну вот, начинаем. Как любое блюдо, начинать стоит с того, чтобы налить пивка. Потому что если вдруг в горле пересохнет по ходу работы, то тогда всегда есть чем освежиться. Наливаем пивко. Наливаем. Так, вот смотрите, какая прелесть. Так, теперь первый глоток. И работа пошла. Итак, первым делом нам нужно почистить картошечку. Надо сказать, что в Финляндии продается несколько видов картофеля. Когда много-много-много лет назад я заходил в магазин, еще не в Финляндии, я всегда думал, что продается картофель. Картофель как картофель, ничего особенного. А оказывается, он бывает таких видов, как, например, крахмальный картофель, твердый картофель, мягкий картофель, ну, например, как для пюре. Вот. И есть сорт, который называется yleisperuna, то есть картофель для всех случаев жизни. Ну, вот такой картофель я и использую, потому что, в принципе, для логики, то лучше всего использовать картофель, который более-менее твердый, который не разваривается, потому что нам не нужна каша, нам нужен просто нормальный суп. Вот. Когда я начинаю чистить картофель, в любых случаях жизни, всегда приходит к нам наша собачка, которую зовут Сара. А почему? Потому что она, не знаю, как это так произошло, но она безумно любит сырой картофель. Вот она Сара. здесь. Очень любит сырой картофель. Не знаю, как так. Вот вторая собачка у нас этот картофель ни в сыром виде, ни в вареном, ни в каком не любит. А Саре только подавай. Только подавай. Так. Картофеля для супа нужно не очень много. То есть это не основной ингредиент. Главное, чтобы в воде что-то бултыхалось и занимало еще дополнительное пространство. Потому что на самом деле бульона в этом супе очень много. Сам по себе бульон, он обалденный. Потому что, ну, представляете себе, жирный лосось, плюс сливки, плюс специи. Бульона получается много. Вот, картошечки там чуть-чуть, совершенно немного. Сейчас я покажу, как я его режу.
Ну, я на самом деле люблю, когда в супе много картошки. Вот, и потому что я не люблю бульон особо пить. Поэтому люблю это, когда там картошки так достаточно. Много картошки бывает тогда, когда мало лосося. А, ну ладно. Я хочу сказать, что ну, то есть само название этого супа логи кейто переводится как логи. Это лосось, а кейто это суп. Соответственно, в этот суп лучше всего использовать именно лосось, а не, например, форель. Ну, белая рыба тут вообще не подходит. Для белой рыбы есть другие супы, вот, которые мало имеют общего с логикой. Почему? Потому что в этом супе требуется довольно жирная рыба. А лосось именно такой и является, потому что форель, она такая менее жирная, более постная, ну, более такая сухая. Как по мне, так ее лучше как-то вот запекать. Ну, я не знаю, я в форели небольшой специалист, но точно знаю, что лососевый суп, он получится хорошо именно из лосося. Вообще говоря, есть такая поговорка, что лосось довольно трудно испортить вот, неправильным приготовлением. Видимо, поэтому я, который совсем не специалист в кулинарии, наверное, поэтому я и готовлю этот логикой, потому что уже наверняка ничего не испорчу. Так, Сара, еще хочешь картошки? Конечно, хочет. Стоит, ждет. Ну, давай. Молодец. Ну все, последний шанс. Вот так, картошка готова. Сразу наливаем водички в кастрюльку. Вода у нас в Финляндии чистая, так что мы ее даже пьем из-под крана, поэтому и для готовки тоже ее используем. Ну вот, воды я налил где-то примерно 2 литра. Вот. Пусть водичка ждет своего звездного часа, потому что туда мы будем бросать нарезанную картошечку. Так, картошечку еще раз сплотнем. Yes. Ну вот. И начинаем картошечку резать. Значит, картошку нельзя резать слишком мелко. Если нарежешь ее слишком мелко, она разварится, будет у нас суп-пюре. Ее резать лучше всего кубиками, где-то 1,5 на 1,5 сантиметра. Примерно так. Вот как этот, примерно такой. Так, это все. Кастрюльку. Картофель я кладу в холодную воду. Вот пусть пока постоит. Кипятить ее не нужно. Почему? Потому что нужно еще кое-что сделать перед тем, как варить сам суп. И картошка может перевариться и стать такой, ну, слишком мягкой. Вот. Единственное, что сделаю, это, пожалуй, воду посолю. Я все солю еще до полного приготовления, потому что картошка при варке, например, она должна немножко просолиться. Вот. Потому что, ну, чтобы она, скажем так, легко вписалась, так сказать, в общее блюдо. Потому что
лососевый суп, он довольно-таки солененький. Не сказать, что там прям совсем соленый, но такой вполне в меру соленый. То есть не соленый, он будет немножко пресноватый. Итак, следующий шаг у нас морковка и лук. Ну, морковка, как всегда, шикарная. Вот, а вот с луком весной всегда проблемы. Но мы выбрали в магазине такой более-менее хорошенький, тверденький, крепенький. Так что я думаю, что все получится хорошо. Да, конечно, все продукты должны быть свежайшие. Свежайшие, желательно прямо с огорода. Вот. Кстати говоря, я хотел рассказать про историю этого супа. История этого супа, она восходит, собственно говоря, к достаточно давним временам. И берет свое начало от того, что, ну, как вы знаете, Финляндия находится на море, и основное население всегда было сконцентрировано близко к морю, потому что море – это, собственно говоря, еда, вот, которая круглый год обеспечивает людей пропитанием. Ну и, соответственно, в этих широтах водится лосось, форель. Этих рыбок ловят, и, соответственно, из этой рыбы, как один из вариантов ее потребления, делали суп. Значит, этот суп, он, собственно говоря, известен, естественно, и в Норвегии, и в Швеции. Поскольку наши страны находятся рядышком, друг с другом во все времена довольно-таки тесно сотрудничали и жили бок о бок. Вот. Скажем так, сливки были не всегда в хозяйстве. Ну, если брать там крестьянские, там старые хозяйства. Вот. Сливки иногда заменяли молоком. Больше того, варили прямо в молоке. То есть вообще без воды, а прямо вот варили этот суп прямо в молоке. Вот. Что касается укропа, который обязательно добавляется уже в готовое блюдо, когда суп разлит по тарелкам, то укроп появился сравнительно недавно. Ну так, пару сотен лет назад всего лишь. Потому что такие веяния, так скажем, начались в кулинарии. Так, ну вот, нарезаем сейчас лучок. Лучок я немножко предпочитаю поджарить. Нарезать его не обязательно крупно. Можно резать помельче. Сам процесс готовки этого супа занимает где-то примерно, я бы сказал, около часа. Ну, то есть можно, конечно, все сделать очень быстро. Быстро настрогать, быстро там что-то там добавить. И готово. В принципе, результат будет почти одинаковый. Я люблю делать все основательно. То есть хорошенечко поджарить лук на маленьком огонечке, чтобы он не изгорел. Вот лук, кстати говоря, с морковкой. Но это так, достаточно стандартный вариант. Лук предварительно обжаривается с морковкой. Морковка, она дает не столько вкуса, сколько, может быть, чуть-чуть улучшает цвет. В принципе, морковку можно было бы и не класть. Но мы любим с морковкой. Так, Сары не видно. Лук Сара не любит. Ну, слава богу, хоть лук не ест. А то ест в сыром виде абсолютно практически все. Любые овощи, любые фрукты. Вот такая вот у нас собака веган. Ну, она не веган, конечно. Потому что мясо она уплетает за милую душу. Но вот что касается всего остального, то да, она это все любит.
и овощи, и фрукты. Больше всего времени, конечно, занимает вот эти вот приготовления. Это нарезать, то нарезать. Так, дальше продолжаем морковкой биться. Так, морковки много не нужно. О, какая большая. Лучше возьмем поменьше. Ну, и целую. И, пожалуй, хватит. Так, морковку сейчас почистим. Так, что у нас тут с пивком? Отлично. Да, и, кстати, по поводу логикейтов или лососевого супа я хотел добавить еще то, что это не какое-нибудь праздничное блюдо, которое готовится по особым каким-то случаям. Это довольно рядовой суп. Его можно сравнить, например, с украинским борщом, который просто варится для души, который ассоциируется с теплом дома, с семьей. Вот. То есть никакого праздничного подтекста этот суп не имеет. О, Тара пришла, говорит, морковку я буду. Как только имя скажешь, она сразу Ну да. бежит. Иди к папе, папа тебе морковку даст. Тара, будешь морковку? Да. Моя лапочка. А вот морковку лучше порезать покрупнее, не мельчить. Ну вот, основная рутина заканчивается, и переходим уже непосредственно практически к приготовлению. Так, разогреваем сковороду посильнее, добавляем маслица. Так. Потом, когда сковорода нагреется, я, конечно, убавлю жар. Так, мне не хватает одной печки. Так, ну вот, сковорода уже нагрелась. Можно убавлять чуть-чуть огонь. И, как я и сказал, я все солю в процессе приготовления, а не на последнем этапе. Для того, чтобы гармоничный был вкус у всех ингредиентов, то я солю все в процессе приготовления, за исключением лосося. Потому что лосось очень быстро впитывает соль, и, соответственно, он и так будет вполне хорошего вкуса. Кроме того, поскольку лосось свежий, не соленый, не засоленный, не копченый, вот, даже лучше, если лосось не будет сильно соленый, потому что лосось имеет свой собственный очень приятный вкус. И таким образом этот вкус очень эффектно, удачно выделяется в блюде, когда лосось не слишком соленый. Так, ну теперь какое-то время ждем.
Переворачиваем. Ну вот, лучок с морковкой уже практически готовы. Последний штрих. И можно добавлять картошечку, которая ожидает, когда же ее наконец-то приготовят. Так. И как раз добавляем картошечку. Пусть пока варится. Отлично. Оставшееся масло со сковороды можно сливать тоже в кастрюлю смело, никаких проблем. Потому что суп, как вы понимаете, должен быть довольно-таки жирненьким. В этом его и прелесть. Так, и пока у нас картошка варится, мы переходим к основному ингредиенту, к лососю. Вообще, конечно, когда режешь лосось, требуется, хорошо бы использовать перчатки одноразовые, но я почему-то в этот раз их не заготовил заранее, а искать уже нет времени. Вот он такой лосось, обалденный. У меня там есть, но они, наверное, те маленькие будут перчатки. Мои. Ну ничего. Так, лосось мы режем крупно и отделяем от шкурки. Ой, какой красивый. Такой кусочек. Лосось, кстати говоря, можно есть сырым, совершенно без всяких проблем, без всяких негативных последствий. О, какой жирненький. Вообще, Поэтому, да. когда я вижу такие кусочки, мне прямо хочется сразу парочку из них проглотить. Угу. Очень хороший лосось. Угу, прям такой толстенький. Так. Хорошо, что нет костей. Потому что, это такое чистое филе. Иногда продается филе, но там встречаются косточки. Кстати говоря, вот отделять нужно от шкурки достаточно аккуратно, чтобы срезать вот весь жир, который здесь. Потому что без него суп не получится достаточно наваристым. Такие кубики лосося мы делаем. Так. Так вот, я хотел сказать, что в некоторых филе иногда попадаются косточки, и их так просто не вытащить, поэтому я использую плоскогубцы. Самые натуральные. Моешь плоскогубцы аккуратненько в воде и, соответственно, чистенькими вытаскиваешь косточки. Косточки не страшно, они очень крупные, но просто неприятно во время еды их встречать. Так. Лосось мы будем добавлять в самый последний момент, потому что лосось варится практически мгновенно. То есть стоит его только окунуть в кипяток, все, лосось готов. Так, тут у нас еще кастрюлька не закипела. Жир лосося ни в коем случае нельзя выбрасывать.
Жутко вкусно и полезно. Это рыбий жир, витамин D. А у нас в Финляндии солнца обычно не очень много. Поэтому хорошо, что есть лосось, который дает нам натуральный витамин. Так, все, филе лосося готово. Сейчас помоем руки. Бульон закипает. Как только вода закипит, нужно будет добавлять туда лосось. Так. Вот. Отличная ложка. Так. Я смотрю, уже почти закипела наша водичка. Пусть пока немножко картошечка проварится. И я думаю, что сразу я начну добавлять уже туда перец. Обязательно добавлять черный, не душистый, а обычный стандартный черный перец. Причем добавлять его нужно достаточно много. Потому что перец придает особый такой пикантный аромат этому блюду и увеличивает, если можно так сказать, обогащает букет этого супа. Каждый раз, когда я готовлю этот суп, у меня возникает такая дилемма. Я хочу приготовить половинку кастрюльки, но всегда получается полная. Как я ни стараюсь. Вот и в этот раз получится полная кастрюля. Ну ничего. Это небольшая проблема. Мы все съедим. Конечно. Кстати, что там у нас с солью на данном этапе? Пока соленая вода, но каким-то чудесным образом соль постоянно из этого супа пропадает. Сколько ни соли, кажется, что не соленый. Вот. То есть сейчас пока... Ну, это лосось берет очень много соли, на самом деле. Так, ну вот. Я думаю, что картошка уже дошла более-менее до кондиции. Сейчас можно тогда добавлять лосось. Все-таки проверю я, на всякий случай. Вот тут и проверю. Доверяй, но проверяй. О, это другое дело. Что, опять картошки хочешь? Да хватит ее уже. Ну ладно. Так. Огонек мы убавляем и начинаем добавлять лосось. Так, как бы это сделать аккуратно, чтобы оно не брызгало. Ну. Так вот основной ингредиент добавлен, перемешиваем. Ну и вы видите, да, что он буквально на глазах меняет цвет. И начинает приготовляться. Так. Теперь нужно еще раз довести до кипения. Так, а пока мы ждем, что суп закипит, пожалуй, порежем-ка мы укроп. Укропчик лучше всего порезать меленько-меленько.
Укроп добавляется по вкусу и по желанию, когда уже суп разлит в тарелке. Как по мне, по-моему, этот лососевый суп практически невозможен без укропа. То есть он что-то явно теряет, когда в нем нет укропа. Так. Вот лосось практически уже готов. Мгм. Но нужно обязательно довести до кипения. Так. Так, попробуем на соль в очередной раз. Пока хорошо. Так, по-моему, мало перца. Ну вот. Поскольку мы будем добавлять еще сливки, перец, он, его вкус, аромат, он немножко нивелируется. Но перец должен все равно ощущаться. Хотя бы немного. Так. Наш кулинарный экспромт, эксперимент потихоньку подходит к концу. Так, когда перемешиваешь кастрюлю, надо это делать очень аккуратно, потому что лосось это не картофель, лосось очень мягенький. Итак, кастрюля у нас закипела, то есть суп весь закипел, и мы добавляем практически еще один, второй по важности ингредиент, как сливки. Сливки я добавляю обычно как можно жирнее. То есть эти у нас 35%. То, что надо. Так, сливок можно не жалеть. Добавлять их много. Поэтому я добавляю на такую большую кастрюлю 2 пачки. Так. Сейчас тут приобретет безумный какой-то вообще классный цвет. Цвет настоящего логикейта. Очень хорошо. Так. Тихонечко перемешаем. Смотрите, какая прелесть получается. Это просто что-то вообще невероятное. Что-то невероятное и фантастическое. Так, попробуем. Соль, перец. Что у нас тут в этот раз? Кажется, соли достаточно. Да, перца нужно добавить еще. Конечно, объем большой кастрюль, поэтому перец не стоит жалеть. Его нужно добавлять больше и больше. Бывает, встречается черный перец, который достаточно такой жесткий, да, очень пикантный и достаточно быстро ощущается его вкус. А бывает такой, что, вроде бы он не какой-нибудь там душистый перчик. Вот. Но его добавляешь, и все, никакого эффекта нет.
Так. Ну вот, собственно говоря, суп у нас готов. Я выключаю плиту и дадим супчику немножко настояться. Минут 15 достаточно. И после этого будем пробовать. Пока у Тима там все в процессе, я вам хочу показать свою фиалку. Не понимаю, как она так. Свет направится. Такая вот фиалка у меня распустилась. Другие тоже Ой, хотят так. распускаться. Но я заметила такую особенность, что они почему-то все одного цвета, хотя я их покупала разного цвета. Вот. Ну, что-то мне дарили. Вот, может быть, совпадает, поэтому. Вот такая вот красота. Это долго она у меня цветет. Надеюсь, будет цвести постоянно. Вот так вот из магазинной фиалки иногда вот вырастают вот такие вот красивые цветы, еще лучше, чем были из магазина. Так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. После того, как супчик настоялся. Смотрите, какая прелесть. Наваристый. Обалденный. Ну, сейчас испытаем, как оно на вкус. Так. Добавляем укропчика. Укропчика лучше не жалеть. Он точно дополнит картину и никак не испортит. Так, одна порция. И вторая. Я, честно говоря, люблю побольше бульона. Уж очень он вкусный. Так. Укропчика, укропчика. Отлично. Ну, пробуй первое. Ну да, ты же готовил, а я буду Да. пробу снимать. Так, какая. Как говорится, hyvää ruokahalua или приятного аппетита. Ну, пробуем. Горячо. Горячо, папа. Ну, очень вкусно. Да. Этот суп в нашей семье готовит только Тимур. Поверьте мне, он готовит его лучше всех. Красота. Ну, давай. Ну, спасибо, друзья, что были с нами.
Спасибо, что посмотрели всю эту историю приготовления супа. И, пожалуйста, задавайте вопросы под видео в комментариях. Пожалуйста, если хотите, поделитесь своими рецептами. А если очень хотите, то можно даже критиковать. Мы обязательно ответим, и все будет хорошо. Спасибо, что были с нами. Приятного аппетита. Всем Пока-пока. пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Хейпа. Мы вас очень ждем на нашем канале. Пока-пока. Пока.